Было страшно, особенно когда во двор прилетел град, и я тогда был в хате. Просто были непонятные ощущения. Это было очень страшно. Психически я был тогда невменяемый. Было очень тяжело собраться мыслями. Вроде как ты в компьютере сидишь, играешь в стрелялку, как-то с колонки это идет. Тоже так кажется, как будто это игра какая-то, но оказывается, что это настоящая война. Было потом страшно, когда она свистит и где-то рядом падает. Приехала одна проукраинская журналистка, она сама где-то тут с военными подразделами там пообщалась. Это она выбрасывает на Facebook, короче, началось у нас, захід начался, а по сценарию гимн играет там через 10 минут после начала сценария. Она подбегает, чему захід не розпочався гімном України? Я говорю, я сценарий не пишу, я не веду, я тут как, особа, яка виступає. І вона тут в Фейсбуці вибросила, що от мера опасний там за сепаратизм судять. І зрозуміла, чому він гімн не включив, гімн, я не включив. Так мені хочеться встретиться девочку, сказати, слышишь, девочка, а ты у Казицына была, а я был. И ты меня упрекать в том, что я уже, в принципе, в Казицына, я уже как бы с жизнью попрощался. Ну так получилось, что меня быстро выменяли. Уже сейчас знаю на снайперскую винтовку. Мы настолько разношерстный регион, и в этом регионе надо было, в Западной Украине там есть свои традиции, там их надо было только поддерживать. А у нас надо было формировать культуру с нуля. Никто этим не занимался, идеологией никто не занимался. Начали закрываться заводы и шахты на Донбассе. Куда поехали работать? В Россию. С России они приезжают, они уже совки. Все, они там больше заработали денег, и им кажется, что если они больше там заработали денег, то там жизнь лучше. Но они же деньги заработали в Москве и в Питере. Ну, с 2016 года, слава богу, уже ничего не прилетает сюда. Но все равно зона риска, зона соприкосновения. И люди, у тех, которых есть какие-то материальные условия уехать дальше, они уехали дальше. Но радует момент, в Попасную возвращаются люди, покупают дома, квартиры, первомайцы, стахановчане, которые уезжали далеко, сейчас возвращаются в Попасную
У нас всего там 15-16 миллионов бюджета, не такого бюджета, чтобы развивать город. Мы в основном развиваем город за счет написания проектов, и в этом году мы уже более 10 проектов выиграли существенных, это там более 100 тысяч. Ну и вот уже третий год мы выигрываем конкурсы по Державному фонду регионального развития. Вот в этом году мы выиграли на 32 миллиона, это опять будут дороги. У нас сейчас осталось всего 2 квартала не освещенных в городе, это частный сектор. Я думаю, что это реально за 2-3 года сделать. Мы изучаем общественное мнение, то вопросы уже задают не по восстановлению города, а, например, самый острый вопрос – это строительство бассейна, это создание рекреационных зон отдыха, это парки, это организация досуга. То есть мы делаем уже для себя вывод, что сознание людей, уже им нужно уже качество, не просто жизнь, а высокий уровень качества жизни. Мы сделали себе тенденцию в украинизации города, ставку на молодежь. Почему? Среднее и старшее поколение – это воспитание совковое, так будем говорить. Их очень трудно перевоспитать, у них другие традиции, у них разная сильная, не сильная идеология, у них психология своя есть. Мы сделали ставку на молодежь. Вы знаете, я переехал сюда из Мирного района, да, из Харьковской области. Там о боевых действиях только слышали. Когда я сюда приехал, то мне это напоминало вот, ну, все запустение, да, вот когда магазины работают, ну, там, пока до темноты, да, когда вот, когда как раз такое время было осеннее, да, там зимнее, что рано темнеет, они там часов до 3, до 4 работали магазины, то есть здесь людей было очень мало, детей вообще не было. Сейчас, да, вот на протяжении вот этого периода, да, город расцвел, много крещений у нас, люди заезжают, да, много, ну, люди не боятся дальше жить, как-то развиваться, что-то, ну, для себя планировать дальше. Сейчас Попаснянин, да, это такой человек, который, ну, активно там строит планы на будущее, активно развивает, у него есть там время, возможно, для каких-то вот даже духовно, да, посетить там на праздник, прийти там в храм, да, то есть выделить время, тогда с этим было тяжелее. Приезжаешь, уже что-то новое построено, что-то новое открыто, что-то новое сделано, то есть город и визуально изменяется очень быстро в лучшую сторону, он становится краше. Город развивается, город классный, и для его там 15 тысяч населения, которое сейчас по факту, у нас в разы лучшие условия, чем во многих городах других областей с таким же уровнем. Наша молодежь практически вся прошла через попытки заработать. И они уже не валят на власть, они уже более самостоятельны, они уже сами создают свое будущее. Я думаю, що в принципі це правильний підход. Тому я думаю, що якраз малий і середній бізнес – це і локомотиви місцевої економіки і місцевої активності, тому що це ті люди, які зробили собі самі. Вони ризикнули, ризикують кожен день, вони беруть на себе відповідальність за свою родину, за своє майбутнє, за своїх працівників і займаються своєю справою. Тому ці люди не бояться займатися громадською діяльністю, підтримують такі ініціативи. І більшість активістів, які сьогодні тут від місцевої команди, місцеві учасники, це місцеві бізнесмени, активісти і на сьогоднішній день, які очолюють або є членами якихось громадських об'єднань, організацій. Когда я приложила хоть какие-то усилия для развития, чтобы хоть что-то в нем изменить, я поняла, что главное такие, наверное, вещи – критикуешь, предлагай. Прежде чем раскритиковать, попробуй что-то сделать, что-то изменить, начать с самой малости. Я когда показал потенциальным инвесторам наши озера, они просто сказали, здесь можно сделать клондайк. Но, к сожалению, інвестор сюди не піде, поки ми будемо зона розмежування. Активи для великого, звісно, туризму тут лінія розмежування не дає великих можливостей, а для локального, місцевого там туризму вихідного дня
всі підстави для того, щоб Попасна стала таким центром, є. І якраз концепція сьогоднішнього фестивалю саме в цьому, щоб показати, що в місті є багато фішок цікавих, де можна проїхатись на велосипеді, пішочком пройтись і подивитись, що тут відбувалось колись, відбувається зараз, і якісь цікавинки. Я вижу Попасную как в центре ОТГ, с увеличенным бюджетом как минимум, с новыми возможностями для развития. Дороги и тротуары дойдут до других мест, у нас будут места отдыха, у нас будут места для общественных организаций, какие будут центры такие открытые, ну, как-то так. Ми перемогли війну, перемогли якісь такі панічні настрої і тільки вперед, тільки розвиток.